Сергей Яценко. Красивый получился сарайчик, чувствуется промозглость атмосферы, напрашивается какая-то травинка на переднем плане, какая-то конкретная деталь для того, чтобы все остальное ушло на задний план. На мой взгляд, задний план ближе переднего сейчас. Ну и что? Это дизайн, это нормально. Второй план, когда работает, он все равно второй, вот этот сарайчик, согласитесь. Там еще лес есть. То есть вот это впереди, вот этот снег, это как вход в картину, это как амфитеатр, что ли. Нет, не амфитеатр, а партер в зрительном зале, когда вы в театре находитесь. Вот вы, есть сцена, партер и еще галерка. Вот с галерки вы видите этот вход в картину. Главное действие разворачивается на втором плане, этот сарайчик. Весь этот снег – это вход в картину. А после сарайчика идет еще дальний план. Все посередине. Но все можно менять. И даже это. В этой работе такой классический композиционный прием, когда композиционный центр на втором плане. Но это же очень интересно играть с композиционным решением. Вы вообще можете даже на третьем плане сделать центр композиции. Почему нет? Все подвести условностью к тому, какому-то где-то вдали что-то такое важное, и вы туда подводите зрителя своим решением, да, живописным. А можно и наоборот, травинку или человека на переднем плане, и все внимание будет на него, а все остальное подчинить. Условнее, условнее, чем дальше, тем условнее. Ну, разные есть композиционные решения, их просто нужно чувствовать и применять. Здесь никакого такого криминала нет в том, что сарайчик у нас на заднем плане стал ближе переднего. Пусть будет так. Завтра, 15 февраля, заключительный день акции, 50% скидка на все мои видеоуроки в онлайн-школе. Заходите на сайт, выбирайте. Татьяна Ф. Позвольте сравнить недосказанность в картине с полупустой комнатой. Здесь есть где разгуляться твоей фантазии и творчеству. А в набитой вещами комнате ты просто чувствуешь себя лишним. Все решено за тебя. А я бы еще добавил такую метафору, что, представляете, комната забита людьми, и негде вообще протолкнуться, не говоря уж о том, чтобы потанцевать. Для того, чтобы танцевать, а живопись я приравниваю все-таки к танцу или к музыке, нужно пространство для танца, нужна пустота. А если ты натыкаешься на чьи-то зады, плечи, руки, можно схлопотать по мордуленции. Это точно. В вашей метафоре тоже все с вещами хорошо. Если вещей слишком много, если они выползают за рамки необходимого, есть такая мысль, по-моему, восточная, что излишнее – враг необходимого. То рано или поздно они начнут управлять тобой, ты становишься их рабом. Бум. Стремиться к тому, что в каждой картине зритель должен найти место для отдохновения, для успокоения, чтобы его не пичкать информацией. Тут листочек, тут ветка еще, тут ветка и тут куча веток. Если мы вместо пятна рисуем ветки, причем столько, сколько их есть, мы заставляем зрителя стать бухгалтером, считать их. Аунт Сима подсмотрел у одного художника, если нет ретушного лака, то протереть white спиритом картину, пройтись нулевкой, наждачкой, и потом тройником. И все, можно писать. Ну да. А вот вопрос, как обработать картину, покрытую уже лаком, если не нравится сюжет. Вот я покрыла акрил фисташковым картине много лет, и она мне не нравится вообще, как снять лак. А чего его снимать-то? Так же сделайте, протрите white спиритом, и еще можно лачком сверху. Еще в дополнение. И потом лаком, можно ретушным, можно любым, ну матовым каким-нибудь. И пишите все на здоровье прямо по ней. Если сложно писать прямо по ней, во-первых, переверните ее, чтобы не маячил сюжет, не забивал голову. Если она слишком такая фактурная, ну тогда, не знаю,
Может быть, одним цветом каким-нибудь ее прям флейцем, масляной краской так жиденько прописать. Белилами можно, кстати. И будет все равно там проглядывать, и вы прям поверх будете писать. Есть еще вариант перевернуть, перелицевать холст, одежонку, наизнанку, и там писать. Я так делал, нормально. Коллекционер купил такую работу, был доволен. Он говорит, а что это здесь? Здесь даже 2 работы. И на обратной стороне тоже живопись. Приглашаю вас на класс на академичке 3, 4 и 5 марта. По желанию 6 тоже можно поработать. Заезд 2 марта, отъезд 5 или 6. Недавно был неприятный эпизод на конкурсе изобразительного искусства в Америке, когда первое место заняла работа, созданная искусственным интеллектом. Без имени, потому что юзер очередной. Те, кто поленился исправить юзера, я буду так. Некоторые такие творения действительно выглядят грациозно, грандиозно и невероятно. Но есть ли душа и переживания художника? Нет, конечно, машина рисовала. Тревожно, что ИИ, это вот искусственный интеллект, все больше вытесняет творческие профессии. Как вы и ваши подписчики, художники, думаете? Цифровая эра сметет холсты, краски, пленеры и даже работу по фото? Что думаете, друзья, скажите? Ну да, в принципе, такое идет оболванивание народа, бизнес, реклама, раскрутка, вытаскивает на поверхность, на самое видное место, на первые места подиума такое, мама дорогая, что к искусству не имеет вообще отношения, зачастую, мягко скажу так. Под горку катиться легче, чем взбираться на горку. Нужно прилагать усилия. Для того, чтобы разбираться в искусстве, нужно усилия прилагать. А для того, чтобы прилагать усилия, книжки там, встречаться, ходить на какие-то лекции, изучать. Всегда будут люди, которые катятся под горку и которые взбираются на горку. Взбирающихся меньше. Чем выше горка, тем единицы вообще посетили эту самую Джомолунгму. 8848. Сколько погибло, но желание какое. Но все равно у единицы по отношению к 7-8 миллиардам людей. Настоящее искусство, да вообще искусство, это же элитарная штука, она не для многих, не для большинства. А большинство будет, и интеллектом искусственным питаться и хлопать в ладоши и покупать, наверное, за бешеные деньги всякие вот эти штуки. Тут художник каждый выбирает, ему куда, по какую сторону, камень такой перед ним. Сидит он как с копьем на лошади, думает, налево пойдешь и найдешь, направо пойдешь, все деньги потеряешь. Но душу сбережешь. Думайте сами. Что скажете, друзья, на этот счет? Семь месяцев назад была выставка в Москве «Генрих Семирадский». Посмотрите, пожалуйста, мой очерк. Я прошелся с камерой по выставке.